Друзья, всем привет! В этом видео мы с Васьком расскажем о том, с какими трудностями я сталкивалась, проживая зимой в деревне, как я с ними справлялась, какие у меня были ожидания вообще относительно этой зимы. Для тех, кто впервые смотрит это видео, я расскажу, что совсем недавно, летом 2023 года, я купила домик в деревне и переехала сюда на постоянное место жительства. В этом видео я хочу рассказать о том, как я пережила эту зиму. Я хочу рассказать, каковы были мои ожидания от этой зимы, потому что это моя первая зимовка в доме в деревне. Конечно же, изначально я представляла, как это может быть, но поскольку место совершенно незнакомое для меня, я только здесь осваиваюсь, только привыкаю, как-то адаптируюсь к новому месту жительства, плюс еще к жизни в деревне. Конечно же, у меня были какие-то ожидания относительно проживания зимой в деревне, именно зимой, потому что летом это было как-то попроще. Небольшой анонс такой, да. В общем, летом было как-то это попроще, и это видео я снимаю уже в конце февраля, уже идет вторая половина февраля. И можно сказать уже, что зима закончилась, и можно подвести итоги. Итак, тема видео: «Одна зимой в деревне. Ожидания и реальность». Вообще, забегая вперед, хочу сказать, что эта зима мне показала, на что мне нужно обратить внимание в первую очередь, что нужно сделать в доме в первую очередь в этот весенне-летний сезон, для того, чтобы подготовиться к следующей зиме. В этом большой плюс. Думаю, все самое страшное, что было со мной за эту зиму, оно уже далеко позади. Сейчас у нас температура на улице -6, -8 градусов. Это не так страшно, как -27, например. Поэтому я считаю, что весна уже вот-вот стучится к нам, она уже на пороге. И в марте, я думаю, морозов 20-градусных точно не будет. Поэтому я уже готова во всеоружии к весне. Также хочу отметить вот такую важную вещь, то, что нет абсолютно идентичных домов, нет абсолютно идентичных участков, у каждого все устроено индивидуально, и прошу вас вот обратить на это внимание, прошу вас это учитывать при моем рассказе, да, потому что у каждого все устроено по-своему, и, конечно же, я адаптируюсь в этом доме и решаю свои проблемы, исходя из тех реалий, с которыми я сталкиваюсь, да. То, что можно как-то по-другому, это вы уже рассуждаете с точки зрения своего, наверное, какого-то личного опыта. А я здесь хочу рассказать о личном моем опыте и надеюсь, что он будет кому-то полезен. Поэтому я записываю это видео. Первое, о чем я хочу рассказать, самое важное, конечно же, зимой, это отопление. Мой дом отапливается печью, в которой вмонтирован котел. И к этому котлу подключены трубы, по которым циркулирует горячая вода. Если растопить печь дровами, вода в котле нагревается, и с помощью насоса вот эта горячая вода циркулирует. Вот такая у меня отопительная система на текущий момент. Помимо той печи, которая у меня стоит на кухне и отапливает весь дом, у меня есть также русская печь, но она, скорее всего, в качестве такого декоративного варианта, в качестве камина. Также я использую ее для приготовления различных блюд и для того, чтобы погреться на печи, на лежанке, поправить свое здоровье, согреться, согреть своих котов. Когда я сюда заехала, это был конец лета 2023 года. В августе я заказала машину дров и думала, что мне ее хватит на весь отопительный сезон. Слава богу, местные жители мне подсказали, что одной машины на такой дом, а у меня 110 квадратов, точно не хватит. И поэтому в октябре я заказала еще одну машину дров. И осенью я отапливала дом, где-то раз в 2 дня примерно. То есть он у меня прогревался достаточно хорошо. Печь топить нужно было не каждый день, и дров требовалось совсем немного, поскольку на улице температура была такая, до 0 градусов. Да. Как только наступили морозы, я стала понимать, что дров уходит гораздо больше, когда на улице минусовая температура. Особенно сильно это стало ощущаться, когда пришел первый мороз, минус 24 градуса. Получается, что мне нужно было вставать каждый раз рано утром, до 9 утра, и до 9 утра затапливать печь. Дело в том, что я работаю с 9 до 6, 5 дней в неделю. В общем, какие мои были ожидания от отопления? Я ожидала, что смогу протапливать дом в минусовую температуру достаточно быстро,
А по факту оказалось, что это не так, что нужно вставать очень рано, затапливать печь, и где-то только уже к обеду разогревалась вода в котле и начинала нагревать дом. То есть по факту достаточно такая комфортная температура в доме у меня наступает где-то во второй половине дня, уже после обеда получается. Там получается плюс 22, плюс 23 градуса тепла. То есть это не как в городе, когда включил отопление посильнее, оно тут же пышет жаром, и ты сидишь в тепле, да. То есть когда дом отапливается печью, то тепло, можно сказать, нужно заслужить. Конечно, я понимала, что печи нужно уделять внимание, но я не думала, что настолько много нужно уделять внимание отоплению и времени, и внимания в том числе, да. Почему? Потому что одно дело, когда ты положил в камин пару полешек, они там прогорели, и ты ушел, да, куда-то там по своим делам. Другое дело, когда ты отапливаешь дом, это значит, что ты встаешь рано утром, затапливаешь печь, дрова разгораются, они прогорают, и периодически туда нужно подкладывать новые полешки. А это значит, что нужно постоянно подходить к печи где-то раз в полчаса, раз в 15 минут, переворачивать эти поленья, добавлять какие-то новые и так далее. То есть в то время, пока дом отапливается, ты постоянно своим вниманием обращена к печи и уделяешь достаточно много времени отоплению. В общем, что я хочу сказать, отапливать дом печью – это достаточно тяжелый труд. Помимо того, что ты уделяешь внимание печи, помимо того, что ты встаешь рано для того, чтобы затопить печь, и когда встаешь утром, достаточно сильные морозы, дома достаточно холодно. В очень сильные морозы даже у меня была температура по утрам плюс 14 градусов в доме. Слава богу, у меня есть обогреватель, тепловая пушка, они более-менее как-то спасали положение по утрам. Ночью я печь не топила, поскольку я хотела просто отдыхать и спать. Потому что круглосуточно я не могу уделять внимание постоянно дому. Конечно же, хочется иногда отдыхать. Вот, помимо того, что печи нужно уделять внимание, рано утром вставать и затапливать ее, нужно еще заботиться о дровах. Поскольку я заехала в дом в конце лета и не знала, сколько нужно запасти дров на зиму, у меня не было представления, да, на сколько квадратных метров, сколько требуется кубов, и вообще как такая отопительная система, сколько она требует. В общем, у меня не было представления, у меня были абстрактные просто какие-то ожидания о том, что я буду отапливать дом печью, а как это будет происходить, я не понимала. И, в общем, когда мне закончились августовские дрова, вот, а потом в январе у меня уже стали заканчиваться октябрьские дрова, особо активно, потому что на дворе уже стояли достаточно сильные 20-градусные морозы, а в 20-градусный мороз у меня уходило очень много дров. Для того, чтобы протопить дом, сильный мороз требуется гораздо больше дров. Вот, и в январе у меня прям стали улетать дрова только так. И тут я поняла, что нужно все-таки заказывать третью машину. Вот, и я заказала третью машину дров. Тут я столкнулась с еще одной проблемой. Оказывается, что если зимой дрова лежат на улице, то, конечно же, они покрываются снегом. Я, конечно же, часть дров, какую-то часть укрыла пленкой, но дров гораздо больше, чем у меня пленка. Ну, в общем, не хватало мне чем накрыть их, и часть дров покрылась снегом. В общем, если вы заказываете дрова зимой, то, конечно же, их нужно просушивать. То есть нужно заранее принести какую-то часть дров к печке, чтобы они просушились. Подведу итог по поводу отопления. Мои ожидания, что отапливать дом печью это будет не так уж и сложно, не оправдались. Печное отопление – это достаточно тяжелый труд. Здесь нужно заботиться и о дровах, и о том, чтобы вставать рано затапливать печь, и о том, чтобы присматривать за ней, пока она разгорается, да, пока она отапливает дом. В общем, отопление печное, даже вот в таком формате, как у меня, да, когда в печь вмонтирован котел, это достаточно тяжелый труд, я бы сказала. Как я с этим справилась? Я к этому адаптировалась. Тут, знаете, когда утром встаешь и сильный мороз, конечно же, хочется согреться, и неважно, там, ты устал, не устал, конечно же, ты бежишь, растапливаешь печку и радуешься теплу. Но, если честно, я уже изрядно подустала, и в этом году, я надеюсь, все-таки мне проведут газ, и я буду отапливать дом уже с помощью газа,
Или, возможно, я поставлю электрокотел. Я еще пока не решила, как будет. Также я ожидала, что зимой в деревне мне потребуются те же теплые вещи, которые я носила зимой и в городе. Но, к сожалению, это оказалось не так. Мне пришлось кое-что здесь докупить. Эти вещи я периодически показываю в своих видео, так что смотрите их внимательнее. И, конечно же, эти вещи быстро пачкаются, но, слава богу, у меня для этого есть стиральная машинка, а также есть спонсор этого видео, о котором я сейчас вам расскажу. Поэтому не переключайтесь, чуть попозже мы продолжим. В деревне мои вещи быстро пачкаются, и некоторые пятна не всегда отстирываются, поэтому я стараюсь выбирать бытовую химию, которая помогает мне отстирывать достаточно хорошо мои вещи. На этот раз мой выбор пал на марку Wow Clean. Здесь есть кислородный очиститель, а также гель для стирки. Кстати, кислородным очистителем Wow Clean можно очищать не только трудновыводимые пятна на одежде, но и также чистить посуду, различные поверхности. Кислородный очиститель действует только в горячей воде, поэтому нужно замачивать сначала одежду или вещь, которую вы хотите отстирать, в кипятке. И потом уже можно постирать гелем для стирки. Вся продукция Wow Clean экологически безопасная и не вызывает аллергии, поэтому я выбрала ее, мне это очень нравится. И, конечно же, вещи очень хорошо отстирываются. Вот мои штаны, которые я замачивала, они прекрасно отстирались. Все ссылки на продукцию Wow Clean я оставлю под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Еще что я ожидала от этой зимы. Еще я думала, что у меня на кухне замерзнет слив. Дело в том, что у меня здесь две сливные системы. В одной части кухни находится санузел, там находится слив от ванны и от унитаза, и от раковины. И во второй части кухни у меня мойка, стиральная машина, и здесь слив выходит уже в сад. То есть от санузла у меня слив идет в выгребную яму, а от мойки и от стиральной машины у меня слив идет прямо в сад. Ко мне приезжал друг, и он меня предупредил, что зимой вот этот слив кухонный, он может замерзнуть. И я думала, что вот этот слив замерзнет, и вызывала специалиста осенью, инженера по сантехнике, чтобы он посмотрел вот этот слив и придумал, как его вывести в выгребную яму. В итоге мне объяснил, что это не совсем возможно в моем случае, поскольку выгребная яма стоит чуть выше того места, где у меня слив кухонный. Нужно, наоборот, чтобы место слива было ниже. Но дело в том, что этот слив у меня устроен так, что прорыта небольшая такая траншейка вдоль дома, и в этой траншейке пролегает труба из ПВХ, по которой сливается вода. И по факту оказалось, что вот эту траншею занесло снегом, сейчас там сугробы, и эти сугробы согревают вот этот слив, получается, да, и нет никаких проблем с этим сливом, он у меня сливается, его не нужно отогревать и так далее. Все находится под снегом, получается, как будто бы врыто в землю. В этот весенне-летний период я планирую вот этот слив отвести чуть подальше от дома, чтобы он не так близко был расположен рядом с домом, поскольку вода у меня, получается, сливается практически к фундаменту, а это мне очень-очень не нравится. В общем, я буду отводить вот эту сливную систему чуть подальше. В этом плюс. Слив на кухне не замерз. Но я совсем не ожидала, что замерзнет слив в санузле. И при первых морозах я вдруг обнаружила, что та вода, которая у меня сливается в раковину, она выливается, оказывается, в ванную. Плюс стал плохо сливаться унитаз. И я, конечно же, вызвала сантехника. Он приехал, посмотрел и сказал, что там есть участок трубы, который располагается чуть над землей, и там не совсем хорошо все утеплено, и поэтому в сильные морозы вот эта часть трубы может замерзать. В общем, он мне отогрел эту часть трубы и вставил туда согревающий кабель. Теперь в сильные морозы я могу вот этот слив отогревать в санузле. Благо, у меня этот слив за всю зиму замерзал только 2 раза. Вот первый раз, когда я вызвала сантехника, и второй раз уже этот слив замерз тогда, когда внутри там был уже установлен согревающий кабель, и я благополучно все отогрела. В общем, вот так я справилась с проблемой замерзания сливов. Дальше идем, что там было у меня. Также я не ожидала, что у меня
внутри дома начнут замерзать трубы водоразводящие. Дело в том, что там, где у меня есть дверь во двор, она не очень хорошо утеплена, и там ее очень сильно сифонит снизу, и как раз там располагаются водоразводящие трубы. Там идет труба, которая подает горячую воду в полотенцесушитель, там идет труба, которая отводит воду от бойлера, который нагревает воду и разводит горячую воду в санузел и на кухню в мойку. Также там идет труба, которая ведет холодную воду к санузлу. В общем, в сильные морозы у меня все вот эти трубы померзли. И, слава богу, нашлись люди, которые мне смогли помочь. Одну из труб, которая ведет холодную воду к санузлу, мне перенесли, сделали ее, наоборот, над дверью, а не под дверью, чтобы она не замерзала. А вторая труба, которая идет от бойлера, я нашла выход, когда она замерзает, я ставлю туда тепловую пушку, и она отогревает эту воду. Также очень часто стала замерзать труба, которая ведет горячую воду к полотенцесушителю, и мне даже пришлось воспользоваться несколько раз помощью местных жителей, которые приносили мне строительный фен, чтобы отогреть вот эту отопительную трубу. Спасибо большое тем людям, которые мне помогли справиться с этими проблемами. Я очень благодарна, спасибо большое. Без вас я бы не справилась. Кроме того, у меня на чердаке стоит сливной бачок. Оказывается, что сливной бачок тоже, который от отопительной системы, его тоже периодически нужно отогревать, и периодически нужно воду в отопительную систему добавлять. Вот этого я тоже, к сожалению, не знала. Спасибо большое тому человеку, который мне показал, как пользоваться моей отопительной системой. Также меня запугивали тем, что у меня вода, которая входит в дом, может замерзнуть. К счастью, это предсказание не сбылось. Почему? Потому что у меня здесь сельский водопровод, и колодец, который подводит воду к моему дому, он на глубине где-то 1,5 метра под землей. Вода, которая входит в дом, она не замерзает, к счастью. Еще я ожидала, что зимой я буду спокойно пользоваться водой в бане. Дело в том, что у меня из дома выведена водопроводная труба прямо к бане. Она закопана под землю, и я, конечно же, ожидала, что зимой эта труба не будет замерзать. Но дело в том, что она не вся закопана под землю. Есть небольшой участок, который выходит из дома, и вот он как раз-таки замерз. Мне не подсказали вовремя, к сожалению, что оказывается, что перед морозами нужно вот эту воду слить вот из этой трубы, и тогда бы я могла ей пользоваться всю зиму, она бы там не замерзла. Но я не успела услышать этот совет до морозов, я услышала его только тогда, когда грянули морозы, и вода в трубе замерзла. Но теперь я, по крайней мере, буду знать, как ей пользоваться. И сейчас, как я справляюсь с тем, что в бане у меня нет воды, я просто купила санки-волокуши и таскаю воду в баню в ведрах на волокушах. Ну, это не так уж и тяжело, как если в руках, но, тем не менее, какой-то дискомфорт все-таки есть. Кстати, я пробовала растапливать снег и мыться талой водой. Мне это не очень понравилось, потому что снег пушистый, его много, а по факту, когда он тает, получается совсем чуть-чуть, и приходится постоянно бегать за этим снегом, впрок им не запасешься, как водой. В общем, какое решение у меня образовалось для водоотведения в баню? Сантехник, который мне помог отогреть сливную трубу в санузле, он предложил для вот этой трубы, которая у меня отводит воду в баню, сделать согревающий кабель такой же, как у меня в сливе находится в санузле. И на тот случай, если я не успею вовремя слить воду до морозов, да, я смогу хотя бы ее в трубе отогревать. В общем, этим летом я планирую сделать вот такую работу. Также при наступлении морозов я очень явно ощутила, на что в первую очередь обратить внимание, когда я буду заниматься ремонтом. Конечно же, у меня очень сильно сифонит из старых окон. Дело в том, что у меня в основной части дома стоят деревянные окна, деревянные рамы, и они уже достаточно в таком ветхом состоянии. И оттуда, конечно, очень сильно дует, даже несмотря на то, что я осенью покупала оконную замазку, вот знаете, такую, которая в советские времена раньше была. Вот, и вот ей замазывала все щели в окнах, но это никак особо сильно не помогло.
Окна у меня, конечно, уже не так сильно сифонят, но даже с замазкой чувствуется, когда я подношу руку к окну, чувствуется такой вот, есть холодок такой небольшой, да. И я надеюсь, что этим летом я все-таки поставлю, скорее всего, пластиковые окна, чтобы у меня было достаточно тепло в доме. Плюс также очень сильно ощущается холод в дверях. У меня входная дверь и дверь, которая выходит во двор, они недостаточно качественные, скажем так, и они тоже пропускают воздух. И, конечно же, я буду ставить новые двери теплые, чтобы зимой было тепло. Также я понимаю теперь, в каких местах у меня по полу дует, и, конечно же, там я планирую тоже утеплить. Также в доме у меня есть еще комната, которая не утеплена вообще. То есть раньше это был некий такой пристрой к дому у первых хозяев этого дома. В деревенских домах этот пристрой называется сеня. Там обычно хранили картошку, различные продукты, ну, в прохладном помещении, да. Вот. А предыдущие хозяева решили сделать из этого пристроя комнату жилую. И я, конечно, знала, что эта комната холодная, но я не знала, насколько она сильно холодная, когда наступили морозы. И, в общем, когда я заехала в этот дом, я предполагала, что эта комната будет у меня жилая, и поставила туда шкаф с одеждой, повесила там полку с книгами, поставила туда стол письменный. Но, к сожалению, даже при всем, что там есть отопительные трубы, эта комната очень холодная. И я изначально хотела ее утеплить. Теперь я поменяла немножко планы на эту комнату. Дело в том, что я хочу сделать из этой комнаты веранду. Я сделаю там, наверное, витринную такую дверь, в которой будет достаточно хороший обзор моего сада. И сделаю там что-то на вроде веранды с выходом в сад. И там можно будет отдыхать во время жарких летних дней. Ну и также зимой там можно будет ставить какой-нибудь обогреватель и зимой сидеть, закутавшись в плед, смотреть на свой зимний сад. Вот. Но для этого мне нужно будет перестроить немножко эту комнату, убрать оттуда отопительную систему, поставить дверь, которая разделяет эту комнату и основную часть дома. Вот. В общем, у меня во время проживания этой зимы планы на эту комнату поменялись. Вообще, знаете, я даже немножко рада тому опыту, который я прожила этой зимой. Почему? Потому что в голове я предполагала одно, а уже пожив здесь, я понимаю, что нужно как-то уже по-другому. Есть уже более реальные представления о том, как устроен мой дом. И, конечно же, планы уже немножко другие, они немножко поменялись. Также этой зимой я узнала от своего электрика, что у меня электричество в доме достаточно слабенькое, всего лишь 5 киловатт. И осенью я купила тепловую пушку и конвекторный обогреватель. И я думала, что мне этих обогревателей хватит, чтобы согревать дом по утрам и ночью, пока я не топлю печь. Но, к сожалению, этих обогревателей недостаточно, потому что у меня достаточно просторная большая кухня и просторный большой дом. И их, к сожалению, не хватает для того, чтобы прогреть дом, пока он не отапливается. Поскольку у меня слабое электричество, да, всего лишь 5 киловатт, я не могу включать, например, тепловую пушку на полную мощность, потому что у меня тут же выбивает пробки. И я не могу купить какой-то третий обогреватель, третий конвектор, например, или еще одну тепловую пушку не могу взять, поскольку будет очень сильная нагрузка на сеть. И как я решила справиться с этой проблемой? Совсем недавно я написала заявление в наши местные энергосети, и я собираюсь провести в свой дом уже дополнительные 10 киловатт, то есть в целом у меня будет электричество 15 киловатт. В общем-то, благодаря этому я смогу побольше купить обогревателей на тот случай, когда у меня не будет возможности отапливать дом, там, например, ночью или утром. К тому же у меня здесь достаточно много электроприборов, у меня здесь стиральная машинка, электрическая плита, электрический чайник, насос я включаю постоянно для того, чтобы вода разносилась по трубам, холодильник, бойлер у меня включен. Ну, помимо освещения, да. В общем, 15 киловатт мне, конечно же, очень-очень нужны, поэтому я написала уже заявление, уже заключила договор с энергосетями, уже частично внесла предоплату для того, чтобы мне провели сюда 15 киловатт.
Еще с какими неожиданностями я столкнулась этой зимой. Дело в том, что пока не было морозов, не так было заметно, как реагирует дом и участок на морозы. Но как только наступили морозы, первое, с чем я столкнулась, это у меня стал замерзать замок на калитке. У меня там обычный навесной замок, вот, который открывается ключиком маленьким, и он стал замерзать. Слава богу, мои подписчики, огромная вам благодарность, вы мне подсказали, как справиться с этой проблемой. Я купила на Wildberries специальную такую жидкость, спрей, я не знаю, что это. В общем, в баллончике жидкость называется ВД-40, и ей прыскаешь прямо в личинку замка, и благодаря этому замок потом не замерзает, его можно открывать. Также морозы достаточно сильно сказались на моих воротах, не только на калитке. Дело в том, что вот мне тут возили дрова в январе, феврале, и периодически приходилось открывать их, закрывать, и понятное дело, что в мороз там как-то все немножко перекашивается, и пока я их открывала, закрывала, а они уже достаточно в таком ветхом состоянии, у них отвалились петли. Просто в один прекрасный момент, когда я открывала одну часть ворот, она у меня просто оказалась в руках. В итоге мне пришлось вызвать сварщика, чтобы он приварил ворота на место, на свое законное место, на родину. К тому же в морозы у меня достаточно плохо стала закрываться дверь в баню. Дело в том, что дерево ведет себя в морозы немножко по-другому. Там, знаете, как-то все перекособочивается, перекореживается, то есть уходит со своего места. В общем, дерево – это такой материал, он достаточно живой, он, конечно же, реагирует на температурные перепады. И я столкнулась с тем, что в баню дверь стала очень плохо закрываться и открываться. В общем, приходится прилагать усилия теперь. Еще до наступления зимы я ожидала, что по своему участку я смогу так же ходить, как ходила весной и летом, где только захочу. Я не думала, что к концу зимы будут такие сильные снегопады, и снег будет практически мне по пояс. Я думала, что максимум по щиколотку у меня будут сугробы на участке, я смогу по нему ходить. К слову сказать, в первой половине зимы я действительно ходила по участку, даже могла дойти до конца участка, напилить там хвороста. Вы видели, в некоторых видео я показывала. Пока снега было не очень много, действительно по участку я могла как-то более-менее где-то в каких-то местах передвигаться. Там, где я не чищу дорожки, а чищу дорожки я только до бани и до калитки, и от калитки до дороги. Но к концу зимы очень сильные снегопады у нас тут случились, и снега намело столько, что даже уже невозможно стало ходить. И теперь я понимаю, что, наверное, нужно запастись лыжами, чтобы гулять по своему участку в конце зимы. К слову сказать, я действительно хочу купить охотничьи лыжи, но это будет, скорее всего, следующей зимой. Дело в том, что я у себя на участке достаточно часто стала видеть следы различных зверей, следы зайцев, косуль, лис, возможно, даже кабанов, не знаю. В общем, мне стало очень интересно, и следующей зимой я на лыжах планирую исследовать свой участок и также территорию вокруг участка. И также, наверное, следующей зимой, если мне будет хватать сил, я буду чистить дорожку не только до бани и до калитки, но и по периметру своего участка. Также меня очень часто спрашивают: Наташа, как же ты справляешься одна зимой? Дороги заметают снегом, как же ты ходишь в магазины и так далее. Что я тут хочу сказать? До чего дошел прогресс? Wildberries возят мне все товары, которые я заказываю, прямо с доставкой на дом. То есть в шопинге у меня проблем нет. То есть все необходимые вещи, которые я когда-то покупала в городе, в торговых центрах, гипермаркетах, все это мне может привезти Marketplace прямо к дому, курьером, что очень-очень удобно, и за что я очень-очень благодарна Wildberries. Небольшая реклама Wildberries. Также у нас в деревне есть 2 продуктовых магазина, и дороги, к слову сказать, чистит снегоуборочная техника, поэтому я здесь не заметена снегом, я здесь не сижу в одиночестве. Я периодически выхожу из дома, общаюсь с людьми, к слову сказать.
И даже иногда езжу в город там по делам своим каким-то. В общем, подведу итоги этого видео. Да. Прожитая зима, конечно же, принесла какого-то рода определенные трудности, но тем не менее я с ними справилась, я молодец. Не было ничего такого сверхъестественного, сверхэкстремального, с чем я не смогла справиться. Всегда находились люди, которые готовы мне помочь. Где-то я справлялась сама, где-то мне что-то подсказывали, где-то мне помогали люди, где-то я вызывала мастеров, которые мне помогали этой зимой. Не так страшен черт, как его малюют. Не так страшна оказалась зима, как меня пугали ей. Как же ты там одна зимой в деревне, там же не выжить, ты замерзнешь, сбежишь в город и так далее. Нет, я вполне справилась. И я очень благодарна тем людям, которые мне помогали справляться с трудностями. Всем мастерам, всем местным жителям огромная вам благодарность. Друзья, все мои видео на моем видеоканале выходят раз в неделю. И если вас заинтересовала какая-то тема интересная, обязательно напишите, что вас интересует в комментариях. Возможно, эта тема мне понравится тоже, и я на эту тему запишу отдельное видео. Ну а пока вы ожидаете новые видео на моем видеоканале, я рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал. Ссылку на него я оставлю под этим видео. Там ежедневно вы сможете общаться со мной онлайн. В моем телеграм-канале есть чат, где можно со мной общаться, задавать мне какие-то вопросы. И там вы меня не потеряете за ту неделю, пока я записываю и монтирую для вас видео. Поэтому будем с вами на связи всегда. Подписывайтесь на все соцсети, которые я оставлю под этим видео. Ну вот на этом, пожалуй, и все. Благодарю вас за внимание, за лайки, подписки, комментарии, за донаты. Отдельная благодарность тем людям, которые мне помогают еще и материально, не только советами. Это вам просто безмерная благодарность. Вы очень-очень помогаете моим котикам. В общем, Васек со мной полностью согласен и тоже очень-очень вам благодарен. Вот, он тут позирует специально для видео, терпит меня. Вот, привет вам от Васи и от всей моей кота-семьи. Ну и на этом все. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.